Подростки издевались над стариком. Миссис Люстик, не зная, кем она была на самом деле холодным осенним днем, когда трое подростков, смеясь, шли по улицам. Лиз, Марка и Елена были лучшими друзьями, беззаботными и всегда ищущими. У них было только время, и они понятия не имели, что их жизнь изменится в тот день навсегда. На краю небольшого парка на скамейке сидела старая женщина. Ее одежда была изношена, ее шаль свободно обмотана вокруг ее узких плеч. Ее лицо было изрисовано следами жизни, и ее глаза казались усталыми, как будто она давно потеряла веру в мир. Луи засмеялся и указал на нее пальцем. Она действительно похожа на ведьму. Может быть, она ждет, когда кто-нибудь даст ей евро, чтобы она могла купить себе кофе. Марка и Елена насмехались над другими, часто смеясь. Девушка чувствовала себя неловко, что-то в этой женщине показалось ей знакомым, но она не могла это определить. Старуха подняла голову и посмотрела на троих. Ее глаза были грустными, но не удивленными. Лиз, Марка и Елена тихо сказали им троим, откуда они знают наше имя. Дрожащим голосом спросила Елена. Женщина вздохнула. Вы были моими учениками много лет назад в начальной школе. Как будто кто-то остановил мир вокруг нее, внезапно прорвались воспоминания. Фасад ее юношеского высокомерия. «Мисс Гарсия», — прошептала Луиза. Женщина слабо кивнула. «Да, я была вашей учительницей. Я научил вас читать, придал вам смелости, когда вы были напуганы. Я верил в вас». Елена почувствовала слезы на глазах. Она вспомнила добросердечную женщину, которая рассказывала им сказки, прочитала вслух, что научила их уважать друг друга. И теперь она сидела здесь, старая, уставшая, больная. «Что случилось?» — нерешительно спросил Марко. Миссис Гарсия грустно улыбнулась. «У меня рак. У меня никого больше нет, и, честно говоря, сегодня я впервые почувствовал, что мой самый большой провал — это не моя болезнь, а то, что я не смог научить вас жить с состраданием». Их слова поразили вас, как пощечина. Подростки, которые только что смеялись, внезапно почувствовали себя такими маленькими и виноватыми. Лис сел рядом с ними. «Прости», — прошептал он. Марко кивнул. «Всем нам, мы не думали». Елена осторожно взяла дрожащую руку своей старой учительницы. «Позвольте нам помочь вам», — сказала она сдавленным от слез голосом. «Вы не одиноки в этот день. Что-то изменилось в вас. Вы узнали, что истинное величие не в том, чтобы смеяться над другими, но протянуть им руку. И они поклялись быть верными, чтобы снова не подвести Гарсию. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.